Наверное, это выглядит максимально тупо. Время 1:30. Дождь только усилился, до сих пор идет. Время 4:30. Дождь ни на минуту не прекращался. 6:30. Дождь еще идет. Время около 9. Вчера вечером, ну как днем, не вечером, я в Акташе взял покушать. Начался дождь. Это было в 5. И он до сих пор идет. Я попал в какую-то западню. Похоже даже больше на какую-то декорацию, что ли. Будто я сейчас вылезу, а там солнце и совсем другая погода. Потому что ничего не меняется часами, просто часами. Капает дождь, и я сижу в палатке. Плечи уже завернулись внутрь, потому что я на них сплю. Только на боку. На спине, если лечь и вытянуться, то мокнет все. В общем, западня. Остается просто сидеть и ждать. Никакого кофе, никакого чая, ничего не могу приготовить. Самое главное будет, что вспомнить, как я почти сутки под дождем. Может и сутки. Все еще впереди. Это гонка! О-хо-хо! Вот это кайф! Мне кажется, что он немножко смолкает. Вот прям немножко, но стало лучше, по-моему. Ну явно тише стало. Я выбрался на улицу. Холодно, капец. Атмосфера вокруг такая же, будто я только приехал и сейчас вечер. Я будто в каком-то лимбе провалился, блин, во временной петле. Вот прям то же самое освещение. Все выглядит так же. Палатка кое-как держится, хотя по углам, вот где вещи соприкасаются, по углам все мокрое. Поэтому палатка на грани. Ну, для палатки за 850 рублей, у которой нет тента, то есть просто один слой, и я не уверен, что он особо-то толстый, неплохо держится. Я укрываю пленкой, но в принципе пленка и так нужная для нее вещь, чтобы хоть как-то отводить влагу, потому что без пленки, наверное, дела бы были еще хуже внутри. Говорю, там уже лужа маленькая образовалась. Да, вот это я встрял, но опять же, будет ли в моей жизни еще один подобный день? Если будет, то это все равно здорово, потому что он же особенный. Но он прям очень особенный. Весь день и ночь идет дождь. До сих пор жду. Дождь снова усилился. Даже если бы я все сейчас быстренько как-то собрал аккуратно и поехал бы, я тут же бы промок и замерз, и заболел, скорее всего. Горло уже болит. Поэтому жду, пока пройдет дождь. Уже много-много часов. Не знаю, закроем мы сутки с дождем или нет. До 5 еще далеко, но он просто идет, будто так и должно всегда быть.
будто дождь это нормальная погода, а когда его нет, это вот что-то особенное. Поэтому ощущение уже такое, он идет и идет и идет. Ну что, перестало капать. Время 1 дня. Этот дождь непрерывно длился 20 часов подряд. Фух, ну как я рад, что наконец-то можно оседлать своего двухколесного коня и поехать. Палатка сухая вот там, где пленка была. Когда идет такой длинный дождь, я уже лежал и думал, почему я так глупо поставил ее не в какое-то более закрытое место. Фух, как я рад, что я оттуда вылез, и я могу здесь стоять и не мокнуть, боже мой. Полез за кроссовками, я их подложил, чтобы вот так вот завернулся коврик, и я упирался в него спальником и не мочила палатку. Полез за кроссовкой, а тут прям конкретная лужа. И я сейчас в них поеду. Потому что вторые, они сыроваты, но мочить до конца нельзя. Здесь лежал шлем, тоже лужа. В общем, где что-то проминало пол, там лужа. Надо все это сейчас из палатки вылить. Блин, жесть. Нет, ну это просто какая-то мистика. Я на месте, где я уронил флягу, я проезжал где-то мимо вот этого куста, либо мимо этого дерева, вот на этом участке. Задел его рулем и услышал, как что-то тяжелое упало. Проехал еще буквально метр и понял, что это фляга, ее нет на рюкзаке. И обшарил вот здесь все. То есть она могла упасть на левую сторону, где она и была. Может, скатилась, я даже туда сходил, нигде нет. Ну, а если бы она упала в кусты, она бы... Тут такие кусты, что она бы никуда не укатилась. Я обшарил все, ее просто нет. Не знаю, куда она делась. Но если даже 30 минут поисков не помогает, то нам точно не судьба с этой флягой все-таки доехать до дома вместе. Поэтому оставим ее Алтаю. Фух, красота. И вокруг, и красота, это вот эта дорога, ровная и вниз.
Максимум моя скорость 26 километров в час. Ну это много, молодец. Вы где обычно катаетесь? Мы с мечети, вон дальше мечети есть вот эта горка. К кладбищу, но у меня не амортизирует. А у меня амортизирует. У меня 27. А у меня только 6. А вы как меняете? У тебя на самом деле не 6, у тебя вот здесь 3 и здесь 6. А ты можешь, по сути, вот здесь выбрать любую скорость, у тебя на ней 6 вот с той стороны. Ты ставишь вторую, у тебя еще 6. Ставишь третью, у тебя снова 6. У тебя всего 3 раза по 6, 18 скоростей у тебя. И у тебя, скорее всего, так же. У тебя с этой стороны сколько? Здесь 8 было. Ну вот. Ну, значит, да, там 3, если там 8, 24. То есть эти числа перемножаются. 3 на 8 умножаешь, у тебя 24. У него 18. А я не люблю всякие трюки делать, потому что боюсь за велик. Правильно, велик надо беречь. Он может сломаться. Вот я и не катаюсь с ними по всяким местам, где трюки. А вы на дубе вставали? Ну, с весом не, тяжелый очень. Так, в детстве, да? В вашем возрасте пробовал. Там есть питьевая вода. Да, там А-а. Ты что, в деревне? Нет, Где вон родни? Вон там будут турбазы. Самое хорошее кафе у вас какое? Вон Акташ, все там едят? Ихняя. моего папы. Понял. Ну, заеду, ладно, сейчас заеду тогда. На следующей улице, да, направо? Да, вот Да, это вверх вы крайне. едете, и там Акташ и лепешки, там все такое. Да, там вот. Пацаны, я как букет для наших молодоженов набрал. Так у вас тут велобанда целая вообще. А, у нас тут в банде человек 21 или 20. Все на великах? Да. Ну, красавцы. Я хотел взять фруктов, чтобы, если не получится сделать костер, а все сырое вряд ли получится, чтобы я мог поесть. И в этом магазине был газ, который мне нужен. Господи, какая удача! В каком-то маленьком локальном магазинчике в Чибите был газ, который подходит к моей горелке. И настроение сразу взлетает до небес. У-у-у! Когда знаешь, что попьешь чайку вечером. У-ху-ху! Немного здесь надо для счастья, просто чтобы поспать в тепле, да вкусно поесть вечером. Ну и побольше спусков, как этот. И все здорово. Решил я, как я уже говорил, наверное, не поехал я на озеро, до него с моей точки, где я ночевал, добираться еще почти 3 часа, 2,5. Ну, зная свою скорость, наверное, все 3. Только добираться в одну сторону. Я в час дня, только дождь закончился в час дня. Я собрался где-то там за 1,5 часа аж. Вот, и то есть я бы там был к вечеру, переночевал, еды нет на вечер, газа не было. Непонятно, что бы поел, так же и утром. И поехал бы обратно. И обратно еще до Акташа было бы все часа 4 минимум. Но не в этот раз, так другой, обязательно туда попаду. Ну и вообще в такую погоду это будет просто озеро. А вот в солнечную, рано утром, там отражаются ледники и очень красиво. Поэтому как бы я, может, не так уж и много упустил. Так что едем вперед. Я даже не кручу педали. Просто не кручу педали. Я уже свое открутил, видимо, за предыдущие дни. Пока что отдыхаю. What you cared out for, what you cared out for. We die alone, we'll all die young. What you cared out for, what you cared out for. Smoke, listen on the mat, whiskey on the left. Shake it out, light a cigarette. Miss me when you wish you weren't right. Shake me all out and from around for you. Shake it all out when I'm gone. High for you. Is the devil so mad? Абсолютно счастлив сейчас.
Я это могу прям потрогать, буквально почувствовать всем телом. Что за жизнь у меня? Что за день? Такая палитра. Как он начался и что происходит сейчас. Ради этого я ехал. Чтобы схватить вот это чувство. И я его поймал. Вот оно вокруг. И внутри, и вокруг. Что за домишки? Как это выглядит мило и уютно. Домик под горой. И сразу понятен масштаб. Вот домик стоит, а вот гора. Они из спичек будто. Даже дерьмо это мне нравится. Вообще кайф. Блин. Что-то хапанул. Кто это сделал? Ты? Ты сделал? Чего смотришь? Кто сделал это? Это ясно, кто был. Это ясно, кто был. Это был ты! Это был ты, бедолага. Поработал в подъем. Редкий подъем, потому что в основном дорога вниз. Но подъем согревающий. Такая красивая гора на фоне. Острая прям. Здесь немножко как-то ощущается другая природа, что ли. И мне это нравится. И вот тут гора. Не знаю, как передаст эта камера. Тоже такая прям отвесная, черная, страшная. Еще планирую минут 30 ехать и вставать на стоянку. Настроение сегодня просто супер. Во второй половине дня особенно. Единственная палатка сырая. Но это пофигу. Как ужасно я сказал. Ну да ладно, сегодня можно. Ладно, попью водички, съем конфетки, пару штучек. И ехать. Хочу подняться на вот этот бугор и остаться там на ночевку. Деревьев там 100% нет, там ветрено. Но небо ясное по всем сторонам, но относительно ясное. Я думаю, там будет просто очень красиво. Все равно все мокрое. Но хочу очень туда подняться, но очень крутой подъем. Прям офигеть. Я в такие не забирался. Надеюсь, сил хватит. Сейчас буквально придется чуть ли не поднимать велик, толкая вперед. Ну попробуем. Наверное, это выглядит максимально тупо. В общем, в эту гору нереально загнать велик, когда на нем все навешено. Я все нес по очереди.
Но осталось велик загнать. И я на холме. Фух. Уже, по-моему, минут 30 забираюсь. О, 4-я ходка пошла. Мой ночлег на сегодня. Разве не живописно выглядит? Не зря я поднимался на этот холм. Здесь просто офигительно. И в доказательство этому вот этот закат, который внезапно появился, небо стало голубым, с легкими облаками, они прям... Солнце их подожгло, и они теперь такие красивые. И вон на ту гору падает тоже кусочек солнца. Это именно сейчас произошло, вот буквально как только сюда встал. Зверей здесь защищен, гора сразу, внизу дорога. Единственное, если какие-то коровы придут, которые мычат, блин, как в парке юрского периода динозавр. Или лошади пробегут. От людей я тоже защищен, меня просто не видно. Вот дорога. То есть вот там подальше вообще не видно даже дороги. А с дороги меня тем более в ту сторону тоже не просматривается. Я надеюсь, что завтра будет ясное небо, чтобы заснять рассвет здесь, потому что, мне кажется, здесь будет просто волшебно. И всюду цветы. Вон машина едет, ладно, отойду, мало ли. И да, единственное, как... Меня могли только увидеть, когда я сюда поднимался, потому что это заняло где-то 35 минут. Здесь... я не защищен здесь опять от дождя, но погода, я посмотрел, налаживается, ну и вот это небо этому свидетельство. Вот это небо. Где еще я такое увижу? Никогда. Только сегодня. Только здесь. Велик пристегнул к палатке. Сцепил раму, заднее колесо и угол палатки. Но здесь не корова же будет его воровать. Сюда подняться непросто, даже налегке на самом деле. Так что я в полной безопасности. Жизнь удалась сегодня. Как представлю, что я туда падаю, а ощущение так себе. Когда нет оператора, но есть смекалка. К вечеру как-то жизнь налаживается, если честно. Что вчера, что сегодня. Посмотрим, что будет дальше.